Ну что ж, дорогие друзья, зрители, сегодня 20 апреля 25 года. Всех православных с Пасхой. Христос воскресе. Это ты что снимаешь? Вот, Ты солнце снимаешь? это я, это Вова. Мы тут чай пьем. Да, мы сегодня ночевали вот здесь. Мы вчера, последнее видео на этом закончилось. Вот, сушим палатку вот там, на гробнице Ликийской, чтобы вы понимали. Вокруг у нас потрясающие виды. Ночка прошла, ну, нормально. Нормальная ночка. Без эксцессов. Во, вообще дрых без задних лап. Мне было холодно. Спальники мы взяли такие на грани. Но Вове нормально. Не знаю, мне наоборот жарко было. Вове было. Вот странные, конечно, странные ощущения. Обычно Вове все время холодно, а мне жарко. Ну да ладно. Вот, сегодня денек будет, наверное, непростой. Пройти нам нужно очень много. У нас мало воды. Мы вот тут литр решили потратить на чай, чтобы как-то бодрости какой-то нам добавилось. А чай Вот. с утра хорошо прям. Да, и у нас еще позавтракали, и у нас по литру на брата. А стопудовый источник в городе, он находится аж в 28 километрах. Это идти порядка с нашей скоростью 28 на 3, сколько будет? Около 10 часов, короче, идти. Не, ну до мечети ближе. Вот, ну там есть мечеть, посмотрим, обычно в мечетях вода есть, она в 15 километрах, по-моему. Или в 5, я уже не помню, но сейчас по карте посмотрим. Ну, в общем, вот, воды маловато, это напрягает. Пишут, что злые собаки на тропе. В общем, посмотрим, там серьезный набор. Но если что, будем включаться, показывать вам, как у нас все происходит. В общем, мы проходим один из самых сложных участков тропы. Это такой от Финике до Демре. Многие даже его пропускают. Тут мало оборудованных стоянок, всяких кемпингов оборудованных, мало воды, ее практически нет. Вот вчера была по мэпсу вода, вот, чтобы вы понимали, здесь отмечено. Она написана питьевая вода. Сейчас я вам эту питьевую воду даже не поленюсь, продемонстрирую. Это будет интересно. Пойдемте, пока Вова там чаевничает. Так, идем сюда. Так. Вот, не знаю, будет видно или нет. Туда лезть неохота. Видите вот эту яму в земле? Вот тут вот. Ладно, уже пойдемте покажу. Вот эту яму в земле. И дым. Не знаю, видно, нет? В общем, это называется питьевая вода, на карте было отмечено. И таких историй тут много. Там дрязка внизу плавает, наверное, темно, не видно. Ну, в общем, питьевое это не то, что не питьевая вода. Это вода, которую даже для технических целей, естественно, не будешь использовать. Плюс непонятно, как ее оттуда даже и доставать. Если даже вдруг возникло у нас такое желание. Вот. И много тут таких историй отмечено, как цистерны, колодцы. Просто вода. И она может вполне оказаться вот такой. Скорее всего, и окажется. Вот этим... Ну, не знаю. Меня привело сюда, других источников здесь нет. Вот, в общем, да. Этим мы... плохо этот путь. Ну, плюс большой набор высоты. Надо воду брать побольше. Ну, мы достаточно, в принципе, много взяли. У нас было больше 3 литров на человека. Вот, как-то так. Ладно, пьем чай, собираем. Мы почти собрали лагерь. Осталось палатку до конца собрать. И выдвигаемся. До встречи. Добрый день. Доброе утро. Доброе утро. Как говорится, как говорят в Турции, Вова. Как говорят? Гюнайден. О, Юнайден, да. Вышли, идем, прошли, наверное, уже, ну не знаю, минут 40, наверное, идем. Двоих туристов, ну как двоих, 2 парочки встретили, иностранцев. Время 9:54. Вот. Значит, одни нам сказали, что собак злобных не встречали, вторые тоже так же сказали. И проконсультировали нас по поводу воды. Ну, в принципе, то место, которое мы себе на карте наметили, мечеть, оно, в принципе, совпадает. Единственное, что, видимо, не бесплатно будет. Но, знаете, как говорится, захочешь жить, еще не так потратишься. Да. Вот. Так что, по идее, хорошо бы нам было следующим образом поступить. Дойти до этого Мустафы, купить у него воды.
И сразу же полторашку на чай, заварить себе чаечку на вечерочек. Точно, покупаем тебе 2, мне 2, еще дополнительно 5-ю полтораху. Ее сразу кипятим, Ага, завариваем 2 термоса чая. ага. Это будет нам чай на вечер. Как тебе такая мысль? Клево. Вот. Ну, или полторашку еще с собой для чая берем. Просто, если смотри, по 2. Ну, сейчас у нас по литру есть. Нам еще полторашку на день сегодня воды, наверное, По-любому надо. надо. И на завтра по полтора на брата оставить. Там участок нам небольшой, надеюсь, останется пройти. Но, тем не менее, чтобы была. Так что затариваемся водой. Так, План такой. вид вокруг. Ну и такое проходим пастбища Мы различные. оттуда пришли, и шли, и Да. там потом оттуда левее уходим дорожку. Да, тут И главное вот не прозевать, а то такая натоптанная тропа идет пряменько. там Можно по ней, внизу, получается, по ней пойти и увлечься сильно. такая развилка. Там, получается, Да. Ну, кто, не- Вов, кому-то это бесишь, людям надо на карту смотреть. да. Так что это ориентируй. В общем, смотрите на Maps. Вот так, на карты. А мы продолжаем. Поднимаемся выше теперь. Вот, у нас тут такой подъемчик идет. Прям серьезный. Ладно. Дальше будет включение. Догоняю нашу Катюшу. Мы поднимаемся дальше по Ликийке. Значит, Катя вон впереди у нас пошла. Вот. А здесь такая развилка. Дорога одна уходит направо. Одна налево уходит. Вот, а нам прямо идти. Значит, мы сейчас... Тут лес такой вообще. Сосны, прям классно. Вот, мы оттуда вот пришли снизу. Я вот догоняю Катю, а то она сейчас там стоит, на меня уже ругается. Проходим вот метки. Вот все. Как бобы лежат. И нам вот сюда идти. Вот туда идти. Мы сейчас идем по меткам. Ну и по карте тоже. Все, догоняю Катю дальше. Стой. У нас продолжается движение. С утра мы от 800 набрали до 1300. Ну, то есть в районе 500 метров уже набрали. Вот. Остановились полюбоваться видом. Внизу Так. город Теплица Демре. Вот это вот Вот заливчик, теплицы забыла, Демре. как он называется. Вот. Ну а мы наверху. Там облака видно снизу. Да. Это мы на высоте 1300. Вот. Тут такие виды вокруг. У меня звуки такие. Ну все, идем дальше. Все, ладно. Идем дальше. Так, дальше будет включение. Идем мы уже на высоте 1340 метров. Здесь вокруг у нас такие кедры растут. Вековые. Тут же уклон такой хороший. Вот такой вид вокруг. Значит, ну, как бы вот так вот. Идем дальше. Дальше будет включение. Ну что, жизнь налаживается. Пока что дошли мы до замечательного дяденьки Мустафы. Купили у него воду по вполне себе приемлемой цене. Я бы даже сказала, коммунистической. Ну, За полторашку 25 лир. Она примерно в магазине стоит так же. Вот. Вода у нас теперь есть. И амбициозная цель на сегодня постараться пройти 15 километров еще. Ну, это как получится. Если нет, встать лагерем в каком-нибудь хорошем месте раньше, до этого самого, до темноты. Вот такие тут домики везде. это не домики, это Ну, типа как, я не знаю, пастухи или пастухи. что-то У них такое, да, какие-то склады. у пастухов такие участки. Да, такого плана Овец там местность. держать. Мы идем по дороге грунтовой. Пока идем на подъем. Ну, подъема нам осталось 600 метров. Вот. А вот и этот мотоцикл, Вов, который ты слышал. Вот. Вот. Да, подъема 600 метров. А дальше у нас
спуск. Целых 1200. Вот такая дорога. О, дорога осилит идущий. Да, Вов? Да. Все, идем. Вова, Да. на, перекуси. Ну давай. Это что, нут, да? Ну, на. О, перешел я уже на нут. Да, прикольно. Да, жизнь заставит Вова сопливого любить. Вот до чего доводит Ликийская тропа. Перешел уже на нут. Да. Наш привал небольшой. Что-то есть, так захотелось. Решили чаю заварить. И это, что-нибудь пожевать. Горелочка, чай греем. Да, из нашего сухпая. У нас тут вид. Там внизу море, Демре, все в облаках. Мы Кстати, сидим над облаками. А, высоту скажи, да. 1630 метров. Дальше нам еще 200 метров набора. Дальше будет спуск, да? Угу. Такой длинный, представляешь, почти до нуля. Поэтому завтра мы с тобой, Вова, коленки, или начнем уже сегодня, ушатаем. Ну, что поделаешь. Вот, такие пироги. Ладно, Ладно. сейчас чай закипятим, Угу. заварим, будем чай пить. Да. Значит, Если вы тоже пьете чай, приятного аппетита. приятного Больше аппетита. Вовы в кадре. Да еще в таких красивых видах. Так ты покажи мне сбоку. Вид, ну давай ты покрутись. Вот он, Вот он я. турист. Вот Вообще, такой вот. рюкзак такой, вообще прям настоящий турист. А вот не знаю, видно, нет? Высота 1684. 1683, забрались мы. 83 Все ждем, когда спуск начнется, он никак не начинается. Внизу Демре, море, мы еще выше облака, смотрите, ниже нас. Мы поднялись выше облаков. Фух, куда-то в эти облака сейчас пойдем. Как будем, как ежики в тумане. Да. Вот, идем. Тут такой лес идет. После привала сил добавилось, но сейчас был такой крутецкий подъем резкий, что сразу их и поубавилось. Вот опять тропа, да? Вот где она, та тропа. Вот смотрите, да? Вот непонятно, навигатор рисует прямо, да? Ну, может быть, прямо чуть левее, может быть, прямо чуть правее. Ну, так вот смотрим повнимательнее, вроде бы как будто бы вот здесь, да, Вова? Да. Так, идем, ищем метки, бобы, что-нибудь, что сообщит нам о том, что мы не сбились с пути. Ну, пока только то, что тут натоптано, помогает нам не потеряться. А вот впереди прям хорошо натоптано. Так, смотрите. Хоп, идем. Ага, вот кто-то сложил бобу. Видите, вот камешки друг на дружке лежат. Как-то мы какую-то дистанцию прошли вместе с турком по Ликийской тропе. И вот он эти штуки называл бобы. А баба по-турецки отец. И когда мы его спросили, а почему баба, он говорит, ну, знаешь, это как вот отец в жизни тебе должен указать правильный путь, так и эти бобы, штуки, да, из камней тебе должны указать твой правильный путь. Вот такая глубокая мысль. Вот, ну, а их, наверное, по-разному. Смотрите, смотрите, какой кедр. Зацените, да? Кедра не видно весь в мху, весь, как, я не знаю, как в какой-то... Вокруг тебя, глянь, кедры все. Как в какой-то сказке. Их тут много, таких мшистых кедров. Боже, как это невероятно. Просто захватывает дух. Ну, а тропа наша продолжается. Будем надеяться на мягкий спуск. Что, колени нам еще нужны. У нас только второй ходовой день. Ну что ж, продолжаем. Так, и так мы прошли вот метку Ликийской тропы. Мы оттуда с горки спускаемся. Тут такой прям спуск. Умотаться. Сейчас уже высота 1187 метров. Вот. Моя Катюшка там впереди побежала. Значит, там дальше виднеется дорога. Ну, как бы сейчас пытаемся по тропе идти. Все, Катя уже кричит. Там а дальше виднеется в кустах. Ну что, друзья, добрый вечер. В общем, прошли мы большую часть этого трека. Что сказать? В целом, на протяжении всего дня
Да шли мы, ты расскажи, где Кайфовали. Ну, шли мы, Шли мы да, откуда? ну мы же продолжаем разговор. мы шли. Да. В Финике до Демре. Вова, О. кипит. Вот. И в целом ок. Последние 5 километров спуск жуткий, убивающий колени. Вот. Поэтому Сейчас немножко чайник мы... кипяточка сделали. Немножко мы офигели. Вот, ну, пришли не совсем туда, куда хотели. Вот в таком месте поставили палатку. Тут такие горы. Вот. Завтра до пункта назначения нам, ну, где-то километров 10 суммарно за весь день. Так что завтра относительно легкий день. Да, ну Будем всё. надеяться. Ну все, всем хорошего вечера. А нам спокойной ночи. Спокойной ночи.